Друзья, в этот четверг я приглашаю вас на вебинар в 20 часов вечера по Москве, на котором мы будем рисовать портрет головы человека. Вебинар бесплатный, и даже если вы никогда не рисовали человека, портрет, приходите, потому что будет интересно. Ну, во-первых, вам это ничего не будет стоить, вы попробуете рисовать. Мы рисовать будем в профиль, женскую модель с натуры. Рисовать буду я, у вас будет возможность, приготовьте А3 или А4, формат карандаш обычный, либо графитовый карандаш, этого будет достаточно. Резинку, чтобы стирать, или лучше клячку, если есть, это не так важно. На этом вебинаре я представлю вашему вниманию курс, который я разработал, курс рисунка головы человека. Из чего он состоит? Для того, чтобы рисовать портрет головы человека, это очень сложно, нужно попробовать представить портрет, голову, состоящую из простых форм. Мы будем рисовать детально каждую форму. Глаз отдельно в разных ракурсах, нос в разных ракурсах, губы, портрет в 3/4 с высокой линией горизонта, с низкой линией горизонта и, конечно, анфас. Простые формы мы с вами рисовать умеем. Но если представить, что нос – это пирамида с площадками различными, ну, наверное, мы справимся. Главное поработать в разных ракурсах с этими простыми формами. И потом из них сложить сложную форму головы. Поместить каждую деталь на свое место. Даже если вы не собираетесь потом рисовать портреты, это будет чрезвычайно полезно, потому что, рисуя сложную форму, сложные формы деталей, вы сможете лучше видеть перспективу, начнете чувствовать объем, даже не рисуя. И это очень сильно поможет вам рисовать любые формы в пространстве, любые объекты, деревья, домики, сараи и так далее, любые. То есть это поможет в рисовании пейзажей и в рисовании натюрмортов. Именно поэтому в академии изучают рисунок головы прямо с первого курса, потому что это сложная форма, и научившись рисовать сложную форму, мы сможем рисовать и более простые, естественно. Жду вас на вебинаре 24 августа в 20 часов по Москве. Заходите на мой сайт, нажимаете кнопку «Хочу участвовать» и попадаете в вебинарную комнату. До встречи. Сергей Ляйрих. Слава, у вас замечательная аватарка. Спасибо. Это автопортрет? Нет, не автопортрет. Или вам Бато удружил? Удружил. Мы часто, когда встречались, рисовали друг на друга шаржи. Это бесконечное количество у него и у меня друг на друга. Но вот этот мне очень сильно понравился, и я его разместил на аватарке. Он, по-моему, впервые при мне рисовал гуашью. Мы были... У вас хорошие педагогические данные, спасибо. Хочу познакомиться с вами и вашим творчеством поближе. Надеюсь, мы когда-нибудь встретимся. Ну, очень хорошо. Пока что есть, значит, видеоуроки, есть сайт, где работаю, соцсети. Заходите. Спасибо за добрые слова. Grape Pale. На чем нужно рисовать, чтобы не стыдно было выставляться в случае успеха? Может, вы посоветуете холсты? Я советую холсты. Маслом писать в случае успеха будет, ну и заработать можно. Дороже продается масляные работы, чем гуашевые, темперные, акварельные. Так что, да, холсты советую. Таня Маня, одну из старых работ, пейзажик пленерный, я недавно доправила поверх масла масляной пастелью. Добавила немного акцентов поярче. Так. Вопрос. Допустимо ли по технологии оставить работу так, не покрывая ее лаком для прочности? Или не камильфо? Непрофессионально будет? Ну, покройте лаком, чушь. Можно каким-нибудь матовым, например, акриловым или каким-то еще.
пыхтовым, например, домарным тем же немножечко. Прыснуть. Есть аэрозоли, чтобы сохранялось лучше. Ну, можно и ничего не делать, будет камильфо в любом случае. Была бы живопись. Остальное... Софья Демская. У меня возник вопрос на цитируемые вами слова Фешина о том, что художник должен стремиться к разнообразию в своих работах. Именно с этим у меня проблема. Мои рисунки настолько отличаются друг от друга, что многие зрители говорят, что они словно нарисованы разными художниками. Когда я училась в местном художественном вузе Бельгия, я получала от учителей похожие комментарии, и они всячески старались направить студентов таким образом, чтобы мы работали сериями. То есть делали много похожих стилистических работ на определенную тему. Ну, хорошая идея. Так в нас вырабатывали стиль, то есть одинаковость в подходе создания работ, ну, серии работ, да. В результате многие застревали в тех темах на долгие годы и позже не могли с них переключиться, начать что-то новое. Музеи, галереи, всевозможные выставочные площадки тоже любят выставлять серии. В Европе считается, что если художник работает в разных стилях и техниках, то он толком ничего не умеет. Делает все по чуть-чуть и, значит, не является экспертом в своей деятельности, и потому не стоит внимания. Как видите, этот подход сильно идет вразрез со словами Фешина. Что же в таком случае делать, какой путь выбрать? Мне кажется, вам нужно самой решить. Ну, есть законы, да, в разных странах, вот, ну, продвижение. Видите, считается, что художник по-разному работает, не похожие у него картины. Но смотрите, тот же Фешин, да, мы берем его работы. Гуашевые, акварельные, масляные, да, рисунки. Мы без труда угадываем в каждой из них, ну, его какое-то перо, да, его руку, его стиль. Его мазок виден в гуашевых работах или в темперных. Согласитесь, его рисунок узнаваем. Даже если он будет рисовать углем или карандашом, мы увидим, что это он, правда ведь? Разные композиции, разное напряжение, я имею в виду. Ну, вот какая-то... Есть работы светлые, есть такие очень с широким диапазоном тональных связей. Везде мы видим Фешина. Писать можно по-разному, сохраняя свой стиль, а можно искать все время и пробуя то один стиль, то другой. Мне все равно, что думают, я не знаю, галерейщики, покупатели. Если я ищу себя, да, ищу наиболее интересный мне способ выражения в той или иной картине. Все равно сохраняется ваш почерк. Вот вы пишете письмо на бумаге, почерк все равно сохранится, даже если вы будете наклон менять. Так и здесь. Чем бы вы ни писали, ваш стиль будет узнаваем, если вы нашли какую-то изюминку. Если стиль найден и вам в нем комфортно, его можно бесконечно развивать и обогащать различными приемами. Если вы пока еще на пути к поиску, да, ну, сам процесс живописи – это и есть поиск стиля, в любом случае он выруливается, вытанцовывается через какое-то время, то я за то, чтобы пробовать в разных стилях писать, объединять их между собой. Если есть такая возможность, если вы не зависите от продаж, от галерейщиков, вот слушайте себя, что подскажет ваша душа, вот так и пишите. Это, мне кажется, ну, наиболее верный путь. Главное, чтобы вы не были в конфликте с самим собой, своими желаниями, как вы хотите писать, и как от вас требуют покупатели или галерейщики. Вот тут, может быть, вообще случится трагедия. Действительно так. Так что я за то, чтобы слушать себя и не идти на поводу, даже если деньги платят хорошие. Ну, можно, конечно, ради того, чтобы сделать что-то, там, заработать, но главное, чтобы это не превратилось в поток. Ну, это каторга потом будет. Лорен Вин. Слава, мне очень жаль вашего времени ежедневно отвечать на глупости. Могли бы вы шедевр создать, суммируя то время, которое так просто отдаете?
Ну, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Это во-первых. Во-вторых, что значит отвечать на глупости? Я считаю, что любой вопрос, заданный человеком, по умолчанию не глуп. Глупо не видеть этого и сожалеть о чужом времени. Не жалейте мое время. Я уж со своим временем как-нибудь разберусь. Заботьтесь о своем времени, куда вы его тратите. Другими словами, я убежден, что глупых вопросов не бывает, бывают просто вопросы. Так что задавайте их, вопросы не стесняйтесь, комментируйте и подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Предлагаю посмотреть еще одно кино сегодня. Называется «Фантазия и воображение в живописи». Ну, пока.